Веб-мультсериалы в наше время стали очень уж большим и частым явлением. И, наверное, на фоне этого всего легко забыть студию Феникс с их Бесит или другие анимации, довольно продолжительно выходящие на Ютубе, но собирающие преступно малое количество славы от того количества, которого они, как по мне, сполна заслуживали. Сегодня веб-мультсериалы это что? Это большие и не уступающие ничем большой анимации мульты, чье качество часто стоит на несколько голов выше того, что нынче снимают большие корпорации. Лично я связываю этот успех с ковидными временами, когда у людей появилось больше времени разбираться в том, что они смотрят. Да и сами студии стали постепенно вкладываться в качество своих анимаций гораздо больше. Одной из таких студий стала Glitch, чьи проекты, в отличие от того же Хазбина, не вышли на такой масштабный уровень стримингов, но уж точно превосходят по содержательной части мультсериала Вивьен. Всем привет, у микрофона Трикстер, и недавно мультсериал «Удивительный цифровой цирк» закончился. А посему, почему бы не обсудить с вами то, как именно он закончился, чем все это время удерживал внимание зрителя, и почему именно цирк стал для меня лучшим примером веб-анимации. Мой канал во многом завязан на играх, и не считая отдельных видео или рубрики Аникод, я бы не хотел прикасаться к другим тематикам. Но как раз кстати, цирк очень неплохо подходит под игровой смысл моего контента на ютубе. Что такое цифровой цирк? Думаю, нажимая на данное видео, вы навряд ли не знаете, что именно сняла студия Glitch. Но все же на тот случай, если вы последние пару лет пробыли в открытом космосе без интернета, стоит хотя бы немного ввести вас в курс дела. Помни, так зовут нашу главную героиню, каким-то образом попавшую в этот безумный мир. Помни новое в этом цирке, который по всей своей сути состоит, как очень станет быстро понятно, на видеоигру. Заправляет всем здесь Кейн, глава этого цирка со всех сторон и созданный для развлечения всех попадающих в цирк персонажей. Именно на этой схеме путешествия каждую серию и построен сюжет. Так постепенно нам будут раскрывать главные лица произведения, двигать их взаимоотношения и, конечно же, как и в любом качественном мультсериале, продвигать сквозной сюжет сквозь серии. На этом около бесспойлерная часть ролика заканчивается, поэтому эй ты, да ты, я не знаю, смотрел ли ты мультсериал или нет, но дальше пойдет обсуждение информации со спойлерами. Так что если ты вдруг еще не смотрел его или заинтересовался вступительной частью, то бегом смотреть все 9 серий, а потом возвращайся сюда. Давай, я подожду. Начать же нормальное обсуждение мульта хотелось бы с более очевидных вещей, как, например, анимация. До этого я не сильно увлекался веб-анимацией, да и сейчас за вычетом проектов тех же гличей не особо слежу за другими мультами. Но цирк это просто идеальный пример того, как от серии к серии качество анимации растет. Например, в первой серии нам показывают довольно среднюю, хоть и неплохую по качеству анимацию с немного кривоватым освещением. Но уже видны интересные находки, как, например, сцена побега от рассеявшегося Кауфа, где режиссура с поворотом комнаты дает очень необычный эффект, который в кино и сериалах применяется редко, ввиду сложности реализации подобного. Но мультсериал не сдержан рамками реальности и показывает нам это все во всей красе. Однако же к 8-му эпизоду вы, наверное, охеревали, как и я, от того, насколько выросло качество. Все эти блики, гораздо более качественные анимации моделек и просто куча стилизации по мере такта всего мультфильма. Самым ярким моментом, отражающим для меня то, насколько выросла анимация мульта, стала песня Кейна, которая, как и финальная часть серии, сделана шикарно по стилизации своего внешнего вида, равно как и герои, сделанные на том же уровне качества. Вот честно, я тоже удивлен тому, как у создателей хватило фантазии сделать такое, по сути, немалое число главных героев и не скатиться в однообразие. Все образы от типичного фиолетового кролика Джекса до фигурообразной Зубл сделаны очень запоминающимися благодаря мелким деталям, которым со временем просмотра начинаешь придавать меньше значения. Но на деле их значимость нельзя недооценивать. Ведь точно так же, как я считаю, что анимация в цирке выросла с средних низов до пика, я считаю, что озвучка показала нехилое качество. Вот знаете, как бывает, когда слушаешь голос персонажа в нашем дубляже и чувствуешь, что ну вот что-то здесь не так. Не тот возраст, не та интонация и все тут. Где-то это бывает объективно так, где-то мы гораздо более субъективны в своем мнении, но на мой сугубо личный взгляд в удивительном цифровом цирке просто нету таких моментов. За все время просмотра ни один актер не заставил меня усомниться в своем профессионализме или не вызывал ощущения несоответствия своему персонажу. Однако все же главными звездочками, с поправкой на то, что все отыграли хорошо, я бы считал Макса Мана на роли Джекса и Кейна и Екатерину Гершкович на роли Гэнгл. Не знаю почему, но именно работа этих двоих мне максимально сильно понравилась. Вероятно, это связано с удивительно узнаваемой харизмой Макса и качественно сделанной многоликостью Кати, чья эра Гэнгл при смене масок не вызывала ни у меня, ни у любого другого зрителя никаких нареканий. Ну а теперь настало самое время обсудить то, из-за чего вообще снимался этот ролик – сюжетная составляющая.
Перед этим, наверное, действительно важно сказать, что ролик записывался за несколько недель до выхода финального эпизода. И именно поэтому все мнение, само собой со спойлерами, будет находиться сразу за общей сюжетной частью. Я очень сильно постараюсь сделать так, чтобы то, что будет сказано в сюжете, не повторялось потом мной же в финальной главе. Но если вдруг такое случится, попрошу не сильно сердиться. В конце концов, нужно же было как-то заранее подготовиться. Ну а теперь же сюжет. Игра разума, которая, как по мне, не открыла нам ничего нового, но, думаю, дала лишний показательный пример того, как правильно снимать любое шоу. Первым делом цифровой цирк, думаю, подкупил многих тем же, про что я упоминал в ролике про Херобрина. Своей лиминальностью и любовью к игровым клише. Лиминальность здесь выражается буквально чуть ли не в каждой серии, ведь то и дело герои попадают в ситуации слишком неестественные даже для того нелогичного мира, создавая у зрителя впечатление, будто он получил информации сильно больше, чем того требовалось, вызывая тревогу и интерес, что отлично дополняет второй пункт. Но лично для меня главная уникальность цирка даже не в самой идее людей, запертых в виртуальном мире, потому что подобное мы уже видели и в аниме, и в играх, и в куче фантастики. Уникальность здесь в том, как именно сериал использует интернет-культуру последних лет. Цирк ощущается не как классический мультсериал с телевидения, а как оживший кусок интернета. Все эти странные комнаты, напоминающие квестовые карты из старых игр, неестественные NPC, внезапные смены настроения, кислотные цвета и ощущения, будто ты оказался в каком-то сломавшемся детском положении. Это ведь буквально эстетика, на которой вырос современный интернет. И самое интересное, что цирк не просто копирует этот стиль ради мемов или визуала. Он строит на этом всю атмосферу. Вспомните хотя бы ощущения от старых флеш-игр или странных роликов с Ютуба начала 2010-х, которые вроде бы были детскими, но почему-то все равно вызывали тревогу. Цифровой цирк идеально ловит именно это чувство. Из-за этого он воспринимается не как очередной мульт про виртуальный мир, а как произведение, которое очень хорошо понимает поколение интернета и его странную ностальгию по цифровому хаосу. И вот здесь, кстати, кроется еще один любопытный современный нерв. Мы привыкли, что страх в основном вызывают хорроры, но цирк пугает иначе. Те немногие моменты, когда вопрос нагнетания стоит в центре, он пугает своей недостоверностью. Тем, что высшее существо этого мира, Кейн, не человек и мыслит не как человек. Это почти буквальная иллюстрация того, как мы сейчас относимся к нейросетям. Помните, как несколько лет назад всех бесили странные руки на картинах Миджорни или то, какой хайп стоял вокруг Уилла Смита, поедающего лапшу? Сейчас нейросети генерируют почти идеально, но легкая кривизна остается. В цирке примерно то же самое. Локации выглядят как игра, но в них чуть-чуть не так работает логика, и этот когнитивный диссонанс цепляет сильнее любого скримера. По сути, создатели нащупали боль современного зрителя, который уже устал от идеального CGI и начинает бояться почти правильного результата. На фоне этого всего, вспоминая второй пункт, согласитесь, что никто не ожидал провала сквозь текстуры в таком буквальном смысле, как это сделано во второй серии. Так еще и то, что этот момент напрямую приведет к сюжетной линии, но впоследствии Гамига просто стирает, оставляя у зрителя понимание, что все в этом мире является лишь одним большим куском кода, в который поместили людей. Аналогичную неожиданность можно подметить и во многих других моментах, будь то очень простое неожиданность ранее Кейна и отсутствие мата в мульте, что, как по мне, гениальная находка, как и цензуру обойти и показать власть Кейна. Все эти больше близкие к игровым моментам в мультсериале сделаны, не могу сказать, что шикарно, поскольку ничего гениального в таких вещах нету. Вон, собственноручно снятые сериалы в Гаррисмоде тому пример. Однако это первый раз, когда подобные вещи выходят на более глобальный уровень анимации, так еще и имеют под собой влияние на сюжетную составляющую. Отчасти именно благодаря этому у цирка так хорошо работает его абсурдный юмор. Он не пытается шутить как типичный современный мульт с бесконечными отсылками или криками ради криков. Большинство шуток здесь построены на ощущении полной цифровой неправильности происходящего. Кейн может посреди серьезного разговора начать вытворять какую-то неведомую хрень. Персонаж может внезапно утащить максимально нелепый квест, а сама логика мира буквально противостоит и ломается у тебя на глазах. И самое главное, сериал понимает, когда нужно остановиться. Из-за этого юмор не убивает атмосферу, а наоборот делает мир цирка еще более странным и запоминающимся. Будто ты действительно оказался внутри кривой видеоигры, которая изо всех сил пытается оказаться нормальной. Джекс, Помни, Рогата, Гэнгл, Королер, Кейн, Пузырек – все это офигенные персонажи, и да, я люблю резкие смены тона. Главные герои шоу являются главной визитной карточкой сериала, ибо анимация, несмотря на свое качество, массового зрителя старше школьного возраста наверняка прежде всего оттолкнет. Но то, как это с виду детское шоу подходит к развитию своих персонажей, я даже в больших мультах не всегда видел. Здесь впору сравнить цирк с ранее упомянутым мною отелем Днище, обзор на который я рано или поздно все-таки сделаю, потому что не могу простить Вивьен то, насколько же бездарно она обращается со своими персонажами. Возьмем за пример главную героиню.
Чарли действительно делала не так уж и мало действий по ходу первых 2 сезонов на момент выхода видео. Но неужели дочь Люцифера, принцесса Ада и демон, некогда отбивший атаку самого рая, в действительности не способны разобраться с зазнайкой, который является обычным грешником и уже далеко не раз мешал тебе жить и двигать свое дело вперед? Более того, регрессируя его своим оружием, которое, между прочим, берет силы из самого Люцифера, на минуточку твоего отца. Что же делает наша героиня? Правильно, идет со своим твердолобым оптимизмом до конца, даже в оконцовке лично не приструнив бокса. И понимаете, речь не о том, что Чарли надо было его губить. Это действительно было бы нелогичным действием в рамках персонажа и его развития. Но проблема в том, что Чарли не учится на своих ошибках, и сюжет не хочет, чтобы она принимала спорные решения, которые сформировали бы ее характер более реальным и сцепили бы ее связь со зрителем. Помни же в это время, за куда более скромный хронометраж выстроила совершенно разные отношения со всеми персонажами, вследствие чего изменилась на глазах у зрителя. Например, ранее она была довольно робкой девушкой, которая не то чтобы действий каких-то активных проявляла, и даже с персонажами разговаривала от случая к случаю и не более. Со временем же она научилась не просто общению как таковому, но смогла превзойти себя и не бояться пойти на все эти авантюры, связанные с побегом из цирка. А также выстроила отличный тандем с Джексом, чье безумие, я уверен, в финале раскроется должным образом и подведет их взаимодействие к одной конкретной черте. И таким образом здесь выстроены большинство персонажей, потому что среди тех 9 серий, которые сделали Глич, хоть и есть 2 достаточно пустых, но все еще важных в общем контексте мира моментов. Длительность мульта это в целом тот случай, когда очень трудно найти баланс, но и в этом смысле цирк не сдает позиции. Каждая серия, даже если она почти ничего не приносит в глобальный лор, концептуально продолжает основную мысль произведения. Выход есть всегда. Да, именно сейчас я считаю самое время перейти к части ролика, которая будет записана на живую, при первых эмоциях после просмотра финала. Я посмотрел финал цифрового цирка, и знаете, это вот вообще неудивительное зрелище было. Нет, правда, я думаю, для вас, как и для меня, навряд ли финал показал хоть что-то новое и интересное. Навряд ли чем-то удивил, и в целом показался достаточно банальным. Ну, кто не ожидал, что Джекс рассеется? Кто не ожидал возвращения Кейна? И в целом финал получился достаточно таким, каким его ожидали, я думаю, все. Но при всем этом нельзя сказать, что он плохой. Джекс реально шикарный персонаж. Но он вытащил серию, как и планировалось, и хорошо на том. Риббит мне не очень понравилась, потому что ее раскрытие хоть и показали хорошо, и с Кауфман отношения мне очень понравились. Но, откровенно говоря, Риббит просто не показалась тем персонажем, который был бы близок к душе. Увы, но Помни и Джекс оказались все-таки ближе. Из хорошего точно могу выделить динамику фильма и его режиссуру. Они вышли на какой-то просто новый пик. Эти кадры, эти перевороты камер, частые подъемы от первого лица и переходы, ну это, даже если это не 10 из 10, то, ну а куда выше, 100 из 10. Это реально вот тот финал, который показывает, что это финал, это достойная точка. Да, может быть, он не прям идеальный, шероховатости свои есть, и думаю, далеко не всей аудитории понравится, что Джекс в рассеянном виде наконец-то остался с нашими ребятами. Но, тем не менее, это мы то, что имеем по итогу. Да, сейчас немного заплетается язык, немного не то говорю, потому что только-только посмотрел финал. Это реально оказалось приятное шоу. Музыка просто вытащила все. Финал получился таким, каким я его ожидал, но я не расстроен, потому что он показал точно не меньше этого. А эмоций подарил точно уж больше. В целом, если обобщать, то финал понравится и вам, и мне. А на этом эту часть заканчиваю со спойлерами. Говорить вам про все на свете не буду. За это для меня сделают какие-нибудь Содерлинги и многие другие ютуберы, делающие теории. Но я могу точно сказать, что финал никого не разочарует. И даже после его просмотра мне бы хотелось потом пересмотреть его еще раз, или может быть даже 2. На этом эта спойлерная часть заканчивается. Ну что, вот и вышел финал удивительного цифрового цирка. Мультсериала, что несколько лет умудрялся стабильно собирать большие просмотры и собрал одно из самых громких комьюнити в интернете, чьи споры порой доходили даже до тех, кто мульт не смотрел вовсе. Но для меня лично цирк стал вторым по интересу в компании в его загадках мультсериалом, который вайбами очень похож на Gravity Falls. Нет, атмосфера американского городка, где часто происходят странности, довольно сильно контрастирует с эстетикой компьютерной игры у цирка. Но идея загадки, сюжета, в котором мелкие детали можно искать очень долгое время и подмечать то, что не будет очевидно при просмотре картины вне общего контекста, это именно то, за что, как мне кажется, интернет запомнит мультсериал на долгое время. Но все же, почему именно потенциал цирка раскрылся в полной красе? Потому что Глич сделали то, что сейчас почти никто не делает. Они оставили пустоты в правилах мира.
В эпоху, когда каждый лор расписан по вики и подтвержден твиттером сценариста, либо не имеет ответов, но ставит вопросы, цирк работает как старая добрая загадка. Как работает выход, как рассеиваются игроки, может ли Кейн влиять на разум игроков. Задавая подобные вопросы, и создатель, и зритель прекрасно понимали, что это будет закономерно. И в отличие от многих других мультсериалов, он действительно дает ответы, при этом все еще оставляя простор для некоторых теорий. Зритель сегодня настолько привык к пережеванному контенту, что появление честной неизвестности вызывает чуть ли не эйфорию. Это как если бы современная AAA игра была похожей на Stanley Parable. Это непривычно современному зрителю, который привык получать быстрый дофамин от коротких роликов. Хотя при этом мультсериал все равно умудряется не переусердствовать с длиной, создавая впечатление идеально выверенного темпа. Именно поэтому даже спорные теории про то, что все персонажи ДИ живут дольше, чем официальные разъяснения. Цирк — это сериал-конструктор, и в эпоху тикток-пересказов это его главное оружие. Как по мне, цирк — это не совсем идеальный мультсериал, но и объективных минусов в нем почти нет. Это довольно короткое, но увлекательное путешествие, сделанное для нас студией Glitch, а Кейном для Помни и ее друзей. Все из моих знакомых, кто смотрел цирк, чаще всего не ругали его, а упоминали исключительно положительные качества, которые выделяют его на фоне особенно в последнее время выходящих шаблонок и пустышек, не способных привнести хоть что-то новое в мультиндустрию, кроме копирки. Безусловно, цирк тоже не новаторский мульт, но тем не менее он прекрасно осознает те лучшие черты, за которые люди любят подобные проекты, и не боится моментами опускать темп повествования, делая историю гораздо более цельной, нежели это может показаться на первый взгляд. Быть может, этот путь был действительно тернистым, учитывая то, какие масштабы приобрел фандом цирка за особенно последний год. Однако я более чем уверен, что вы, как и я, если посмотрите его, не будете плеваться, говоря, что цирк где-то там, почему-то там накосячил, а со всей теплотой примите его в свои объятия. На этом моя небольшая ода данному мультсериалу постепенно подходит к концу. Надеюсь, вы прониклись атмосферой цифрового цирка и пересмотрите мультсериал после данного ролика. Так или иначе, если вы досмотрели до этого момента, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. В описании можно найти мой телеграм-канал, где я периодически повествую о своей жизни вне роликов, и Donation Alerts, где можно меня поддержать монетой, конечно же, если есть желание и возможность. И помните, что выход есть всегда.